Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 22 марта, среда. И сегодня мы с вами подведем итоги, я бы сказал, действительно исторической встречи ПУСИ в Москве. По этому поводу, да, Си сегодня отбыл на родину, и последнюю прощальную встречу с Путиным Аль-Джазира описала следующим образом. Кавычки открываются. Си, стоя в дверях уже на пороге, покидая своего визави, говорит: сейчас происходят изменения, подобных которому мы не видели уже 100 лет. И мы вместе движем эти изменения, сказал Си Путину, когда тот стоял у дверей Кремля, чтобы попрощаться с ним. Российский президент ответил на это: я согласен. Затем Си протянул руку для пожатия Путину и сказал: береги себя, пожалуйста, дорогой друг. В ответ Путин взял Си за обе руки и сказал: счастливого пути. Это действительно была неординарная встреча. Судя по всему, Си прав, что она, по идее, должна иметь большое значение, я бы сказал, в мировых событиях. И так или иначе Украина оказалась в эпицентре этих событий. Как говорится, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Но эта же эпоха дает и большие возможности. Поэтому я хотел бы подвести итоги этой встречи. В принципе, сразу хочу сказать, что она прошла так, как мы с вами, в принципе, и обсуждали. Но в последний день были внесены определенные, появились новые нюансы, и я бы сказал, они такого позитивного характера. То есть в том смысле, что они открывают новые возможности для Украины. Итак, переговоры прошли в большей части за закрытыми дверями. То есть их содержание до сих пор остается в значительной степени секретом. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Я посмотрел всю визуальную картинку по возможности. Выступления и ПУСИ по завершению переговоров. Обратил внимание, так сказать, на визуальный ряд, на физиономии. Надо сказать, что во второй день, когда они зачитывали заявления, отдельно каждый, их лица не светились радостью, как это было в первый день после 4,5 часов переговоров с глазу на глаз. То есть я увидел растерянность и, не то что усталость, а какую-то даже досаду на лице и того, и другого. Комментарии российских пропагандистов и вообще журналистов были, в значительной степени бестолковыми, поскольку они не владели информацией. И тем не менее, кое-что просочилось. То есть, помимо вот этого видеоряда, я познакомился с комментариями западных средств массовой информации. Самое главное, прочитал китайские газеты. Должен сказать, что, имея навыки чтения китайских газет, можно выудить немного информации. Я помню, в 70-е годы, когда отношения между двумя странами, СССР и Китаем, были почти враждебными, советская резидентура в Пекине практически не имела контактов с китайцами местными. Китайцы шарахались от советских представителей как от чумных. Газеты были наполнены бессмысленной трескотней и лозунгами. И в то время, интернет практически не существовал, были так называемые паблики, своего рода паблики или соцсети. Они представляли собой заборы, стенки домов, на которых хунвейбины были такие, это китайская вата тех времен, расклеивали дацзебао, всевозможные листовки, типа сейчас посты, в которых высказывались разные мнения на происходящих событиях. Так вот, эти дацзебао в течение многих лет, 70-е годы, были одним из основных источников разведывательной информации для советской внешней разведки. Но сейчас с этим делом ситуация получше. То есть помимо дацзебао мы имеем высказывания квалифицированных китайских аналитиков.
по поводу того, что произошло. Итак, переговоры в основном за закрытыми дверями. Но, тем не менее, после того, значит, как Си и Пу выступили с отдельными заявлениями по итогам этих переговоров, это вчера было, стал ясен стратегический план Си Цзиньпина. И он действительно был стратегический, потому что, хотя в его основе лежали вот эти 12 пунктов, которые, значит, были выдвинуты китайским руководством для урегулирования ситуации, агрессии российской в Украине, это лишь, так сказать, фундамент, причем маленький фундамент для более обширного плана. Обширный план состоит в следующем. Китай видит противоборство, причем достаточно такое напряженное, с Западом, прежде всего с США, как на десятилетие 21 века. Дальше, в заключительной части, я вам расскажу о взгляде одного американского эксперта по этому поводу, где он говорит, что речь идет фактически о непрекращающейся гибридной войне, которую Китай начал против Запада и, в частности, против Соединенных Штатов. Смысл этого стратегического плана Китая состоит в том, чтобы подмять так называемый глобальный юг или незападные, или развивающиеся, не присоединившиеся страны под себя. Площадкой для этого должны стать такие международные организации, как ООН, БРИКС, ШОС. А в плане законодательных актов это должен стать Устав, Хартия ООН и другие основополагающие документы международного права, что, в принципе, неплохо. Далее, значит, Китай не может оставаться один в этой борьбе против альянса западных государств и их союзников, которые созданы, прежде всего, по усилиями Соединенных Штатов Америки. Ему нужен партнер, даже не партнер, ему нужен отморозок. Но если называть вещи своими именами. Обезьяна с гранатами, безрассудный тип, холоп. Как вы поняли, речь идет о Путине. Очень подходящая личность для этой цели, которая будет создавать проблемы в этом глобальном мире, а Китай будет использовать эти проблемы для того, чтобы, значит, вести свою игру с коллективным Западом. То есть будет типа, как профессор Преображенский иногда, успокаивать. То есть вся роль Китая будет состоять в том, чтобы этот обезьяна с гранатой не взорвала эту гранату. И вот гарантом этого должен стать Китай. Для этого нужен надежный такой холоп, который не сорвется с крючка. Потому что эта стратегия надолго. Из этого вытекает, что он должен быть полностью зависим от барина, и он не должен процветать. Потому что как только, я имею в виду в материальном, финансовом плане, потому что как только появляется у этого холопа, имеется в виду путинское государство, не только Путин, естественно. Как только у этого холопа появляются деньги, самостоятельность, тут же, значит, вся эта китайская конструкция рушится. Из этого я могу сделать вывод, что путинское государство ждет в предстоящие десятилетия, если Путин проживет эти десятилетия, довольно серое существование. То есть придется затянуть пояса посильнее. Таким образом, Путин, его государство будут действовать как бы вторым номером в этой политической, дипломатической кампании Пекина, которую Китай надеется, что он выиграет. Он надеется, что он выиграет экономически, а при помощи вот такого, значит, холопа с гранатой он считает, что он создаст для этого благоприятные политические и экономические условия. И вот это, в принципе, в значительной степени проявилось в тех заявлениях, которые сделал вчера и Си, и Пу по окончанию переговоров. Си, на что он обратил внимание, прежде всего, он выдвинул программу глобального гармоничного мира, который должен наступить в результате миротворческой деятельности Пекина. То, о чем мы с вами говорили.
Он обратил внимание на ООН, на необходимость урегулирования, Украину, на необходимость урегулирования, как они говорят, конфликтной ситуации в Украине, которое должно произойти на основе Организации Объединенных Наций, устава, хартии ООН, основополагающих документов международного права. И в принципе, мы дальше это разберем более подробно, в принципе, тут были хорошие, позитивные месседжи, которые он послал, прежде всего Западу. Затем он говорил о глобальной экономике. То есть для глобального гармоничного мира Китай строит глобальную процветающую экономику у себя и затем во всем мире. Это должна быть экономика, в которой все довольны, все счастливы. Центром движущей силой экономики является Китай. Эдакий голубь мира, который возвышается над всем земным шариком в противовес загнивающему, плохому, злому, воинственному империализму. Произошло значительное изменение, я бы сказал, очень важное изменение в формуле, которую Китай после переговоров с Россией предлагает по Украине. Как мы с вами говорили раньше, эта формула звучала так. Пункт 1. Китай считает, что урегулирование должно быть на основе принципа суверенитета и территориальной целостности государств. Ну, как мы с вами неоднократно подчеркивали, это написано территориальная целостность, но как-то так на практике, в разговорной речи они это все как часто забывали. Но тем не менее, это остается. Но, как мы с вами вот в предыдущем видео обсуждали, все это убивается, или вернее убивалось добавлением Путина или Кремля о том, что этот план хорош и может лечь в основу урегулирования, если при этом будут учтены реалии, сложившиеся реалии. То есть фактически российские войска останутся там, где они есть, а эти территории, которые Путин объявил своими, так и останутся, значит, российскими территориями. Это все перечеркивало, вот эта формула путинская перечеркивала весь план. Так вот, судя по тем заявлениям устным, письменным, потом в печати, что появилось, формулировка Путина, вот эта его добавка, которая все убивала, весь план 12 пунктов, она исчезла. Ее нет. Вместо этого получилась другая формулировка. Но я думаю, что есть смысл подойти к этому немножко дальше, когда мы разберем отдельный вопрос о урегулировании по Украине. Вот что сказал Си. То есть, прежде всего, это его глобальный план сделать Китай великим голубем мира. Это ООН, международное право, ну, в общем, белая пушистая страна и Украина. Это то, что нужно сделать, так сказать, трамплин для вот этого всего великого успеха Китая. О чем говорил Пу? Пу говорил об экономике. Вообще то, что он изложил, это, ну знаете, это вот типа объяснение, предложение бета-самки, обращенной к альфа-самцу. Приходи и владей мной. Путин много говорил о громадном количестве углеводородов, которые Россия поставляет в Китай. И замахнулся на большее. Кстати сказать, его надежды в этом плане в значительной степени не оправдались. Он рассказал, что Россия предлагает использовать себя для Китая в качестве транспортных коридоров по суше, по морю, океану, Северно-Ледовитый океан. Россия открывается для Китая в основных, наиболее наукоемких сферах экономики. Автопром, авиапром, биотехнологии, фармацевтика,
Ну, в общем, везде, в любой наукоемкой форме, сфере деятельности двери России открыты. То есть он не говорил, в принципе, что это только Китай придет, но это подразумевалось, потому что российский бизнес со всем этим, ну кто его ждет в Китае? Кому он там нужен, сирый и убогий сейчас? Это предложение китайским компаниям: приходите и владейте нами. Причем при этом Путин с гордостью рассказал о том, что взаимодействие экономическое на 60%, 65% сейчас осуществляется через юани. Но если бы это были две равноценные экономические, в экономическом плане страны, ну так и бог с ним, допустим, так выбрали и выбрали. Но если один барин, а другой холоп, то понятно, что при таком раскладе, когда ну, фактически не менее 50 сейчас процентов золотовалютных запасов, резервов в России составляет юань, которых практически больше некуда деть, как в торговле с тем же самым Китаем, то это просто рабство, оказывается. Вот Путин все об этом рассказывает. Он не говорил о глобальном мире. Такое впечатление вот из того, что он зачитывал, что главная его озабоченность как бы выжить экономически в сложившихся условиях тотальных санкций, эмбарго на поставку сырой нефти и нефтепродуктов. Специалисты, российские специалисты по Китаю, как бы с гордостью показывая, что мы не только поставщики полезных ископаемых, мы еще что-то и можем продать Китаю из того, что мы делаем своими руками. И с гордостью говорили о том, что поставили Китаю аж в прошлом году, значит, зерна аж на 5 миллиардов долларов. Тут же они говорили, что это, конечно, ерунда, это слезы, это копейки, 5 миллиардов. Но, тем не менее, Китай же мог вообще отказать, и тогда что бы мы делали, если бы не получили, значит, эти 5 миллиардов? Хотя, с другой стороны, надо признать, что продовольственный вопрос, он болезненный вопрос для Китая по существу. Поэтому Китай это делал, накупил на 5 миллиардов не потому, что там Россия или Путин нравится, а потому что ну надо, им кушать хочется. Вот. Затем по поводу планов, газовых планов Кремля. Кремль, судя по всему, отчаянно готовился и очень хотел подписать соглашение, договор в ходе этой встречи на начало работы по газопроводу «Сила Сибири-2». И вот этого никак, судя по всему, не получилось. Там Путин говорил о том, что уже все близко, что вот-вот. И вот ждали до последнего дня, и ничего это не свершилось. Сегодня вышли Bloomberg и Financial Times, которые, не ссылаясь друг на друга, ссылаясь только на свои отдельные источники, сообщили, что на отчаянные призывы Путина закупить газ у России в больших объемах через «Силу Сибири-2», товарищ Си ответил достаточно холодно. Вернее, как, он промолчал, он проигнорировал. Из чего, значит, обе газеты, оба источника пишут, что это отражает политику Пекина диверсифицировать поставки газа, собственно говоря, как и нефти, нефтепродуктов из различных источников. То есть Китай не собирается повторять ошибку Евросоюза, который когда-то там влез на 90% в зависимость России от углеводородов, а потом с болью ее отрезал. То есть Китай с самого начала учитывает этот опыт в ЕС и все делает так, как, чтобы себя обезопасить, потому что знает, что он имеет дело с часто безрассудным и иногда сумасбродным партнером, хотя и зависимым. Вот что, значит, чем закончились переговоры по экономической тематике.
Причем все они так были, понимаете, вот то, что зачитывал Пу, мы предложили, мы предлагаем, мы приглашаем, но не прозвучало ни одного реального контракта, который был бы согласован и готов к подписанию по результатам этого трехдневного, беспрецедентного по длительности трехдневного государственного визита. То есть результат в этой области пшик. В военно-технической области. Но понятно, что это наиболее засекреченная часть переговоров, видимо, была. Но я обратил внимание, вот здесь такой генерал Картополов, председатель комитета по обороне Российской Госдумы. То есть человек, который, хоть он непосредственно не участвовал в этом, но он был приближен к этому. Ну и вообще генерал-полковник, если я не ошибаюсь, то есть он как-то так должен был в теме быть. И вот уже близко, почти заканчивались эти переговоры в расширенном составе, закончились в закрытом режиме, потом в расширенном составе. То есть он уже знал, откуда дует ветер. Он был, ну, чуть ли не в бешенстве. То есть последнюю военную должность, которую он занимал до перехода в Госдуму, он был начальником главного военно-политического управления. Это отрыжки еще сталинских и советских времен, знаете, когда при каждом командире есть еще надзиратель типа политрук. Но это такие люди, которые не шибко были сведущи в военных делах, но они владели языком, как помелом. Там, за партию, за родину там, ну и так далее. То есть он такой всегда был частый гость на этих пометах соловьиных и прочих. И всегда был, ну, я бы сказал, даже чуть ли не дипломат. Здесь же он, но он только не ругался матом. Он рвал и металл. Он нес совершенно ахинею в адрес Запада. Но чувствуется, что человек был просто в бешенстве. Из чего я могу осторожно сделать вывод, что что-то там не получилось. Потому что дополнение к этой, значит, моему личному визуальному наблюдению, в совместном заявлении по результатам, а там же было два документа. Один – это документ о перспективах двусторонних экономических связей. То есть я планов наших люблю громадье, много было написано, но без конкретики. А что касается военно-политического, не военно-политического, а политического сотрудничества, ну да, и военно в том числе, там было подчеркнуто, что отношения между двумя странами не являются военно-политическим союзом, не является альянсом, направленным против какого-либо одного государства или группы стран. То есть то, что делается, это товарищ, то есть Пу, я уверен, Пу бы отдал бы все, чтобы вот в этом заявлении было написано, что Китай вступает в военно-политический союз с Россией для того, чтобы противостоять агрессивным планам Соединенных Штатов Америки и их сателлитов НАТО. Вот что железно хотел бы добиться Путин, и об этом бы орала вся российская пропаганда, типа мы покажем Кузькину мать. И к этому они, видимо, готовились. Когда самый Си первый день приехал, провел 4,5 часа, и все эти у Скоробеева, и у Соловьином помете, они были такие все возбуждены, они все выдумывали бредовые идеи о том, что Запад весь в панике. А вчера я как-то так посмотрел на все это, и радости на их лицах, то есть штопанных пропагандистов кремлевских, я не увидел. Более того, произошла невероятная вещь. Это было уже непосредственно на Соловьином помете, когда, ну, буквально в ходе его программы один из участников, который первый раз, по-моему, он там был в этой программе, упал в обморок. Причем сначала появилась информация, что он чуть ли не умер. Удар его хватил. На самом деле оказалось, что человек стоял и упал в обморок. Рухнул просто с грохотом. Это посередине программы. Причем, по иронии судьбы, это оказался не профессиональный пропагандист. Это заведующий кафедрой
востоковедения, высшей школы экономики. То есть человек, владеющий китайским, который там присутствовал в качестве эксперта в кругах, которые тусовались вокруг этих переговоров. Но это ученый, не пропагандист. Очень жаль, что это с ним произошло, а не с одним из штопанных пропагандонов. Речь шла еще в одном этом, в интерпретации Путина, что там Россия хотела бы сотрудничать с Китаем в области космоса. И я вам об этом говорил, ссылаясь раньше на другие источники. То есть Россия отстала в значительной степени от Китая в авиастроении. У них уже есть истребитель 5-го поколения, а у России нет и, наверное, и не будет в обозримом будущем. Потому что вот этот Су-57, но он уже не годится для истребителя 5-го поколения. Не то, что в плане двигателя, а даже корпус, даже планер или планер этого самолета уже не соответствует этим требованиям. Но Россию больше интересует другое. Ее интересует вот это гиперзвуковое оружие, этот самый, который Китай в прошлом году запустил с космического аппарата, который вращался вокруг Земли. И значит, это оружие или ракета развивает скорость больше 5 махов. Причем есть такое подозрение, что она, то есть настоящее гипероружие, оно просто должно не просто лететь со скоростью больше 5 махов, оно еще должно маневрировать. Вроде китайцы близки к этому. А вот в России нет такого. Тот же самый кинжал, во всяком случае, Россия не продемонстрировала способность, что эта ракета может маневрировать. То есть она не соответствует критериям гипероружия. Так вот, как я вам рассказывал в предыдущем видео, в этой истории насчет зеленого лазера, китайского спутника над Гавайями, вот в комбинации с вот этим космическим гипероружием, это новая страшная сила. Это не Посейдон, вот этот мифический кракозябра, который там на бумажках, в мультиках рисует Путин и его пропагандисты. Несуществующая. Это реальная вещь. И вот Russians, они все рвутся туда посотрудничать с Китаем. Но китайцы, конечно, не идиоты, они туда Россию не допустят. Поэтому вот, видимо, так оно и случилось. Почему был очень обозлен генерал Картополов. Видимо, китайцы, значит, то, что им надо было, они, видимо, получили или близки к этому, а то, что Россия хотела получить, то есть самое заветное китайское изобретение, тут-то, не тут-то и было. Вот так это все вот и произошло, понимаете? Они говорили о разных вещах. В экономическом плане, судя по тому, что сейчас пишут американские, британские источники, Путин получил шиш. Ну хорошо, возможно даже, да, в каком-то там будущем, через месяц, через 2, может быть, даже будет подписан «Сила Сибири-2». Хотя вряд ли это будет через месяц, потому что это было бы большое событие. Для этого надо большой форум. То есть Си пригласил и Пу, и Мишустина в Пекин. Вот они должны будут приехать, но они не поедут туда через месяц. То есть какое-то время пройдет. Но даже если будет подписан договор о «Сила Сибири-2», то чтобы его построить, надо будет лет 10. И потом, учитывая полную зависимость холопскую путинской России сейчас от Китая, китайцы наверняка сделают «Сила Сибири-2» то, что они сделали «Сила Сибири-1». А именно, они заставят Путина за свои деньги, имеется в виду за деньги его государства, построить этот длиннющий газопровод, который должен пройти через очень тяжелую в климатическом плане территорию. По некоторым расчетам, я встречал такие цифры, это может обойтись до 50 миллиардов долларов. И вот когда Россия все это протянет на свои деньги до китайской границы, вот тогда китайцы и назначат цену на этот газ. Вы, наверное, догадываетесь, что эта цена будет близка к себестоимости этого газа. Может быть, чуть-чуть выше, но чтобы Путин с голоду не помер со своими чиновниками. Вот, собственно говоря, и все. Так вот делается сейчас «Сила Сибири-1», и я не вижу причин, почему это должно быть иначе. Ну и вернемся к формуле по Украине, которая
она в основе лежит вот этого грандиозного плана Пекина стать одной из ведущих. То есть экономически они сами по себе станут, должны стать. Но для этого им нельзя полностью портить отношения с Соединенными Штатами и с Западом. Им нужны новейшие технологии. А полная блокада экономическая, санкции, они могут убить эти планы. То есть Китай тут должен балансировать в экономическом плане. Но, в принципе, сами они могут это сделать при наличии более-менее нормальных отношений с Западом. А вот для политической, дипломатической сферы им нужен, конечно, успех. Вот этот с урегулированием в Украине. Причем на гораздо сложнее задачи, чем недавнее их успешное урегулирование отношений между Саудовской Аравией и Ираном. То было, как сказал один из наблюдателей на Ближнем Востоке, которого цитировала газета Financial Times, то было просто фотосессия. А на этом в Украине идет настоящая кровопролитная война. Поэтому вот я реально заметил, не зря товарищ Си провел длительные переговоры за закрытыми дверями СПУ. То есть и мы с вами это обсуждали, то есть это можно даже наблюдать вот по содержанию предыдущих видео на эту тему. Раньше-то что было, когда Китай огласил этот список из 12 пунктов? Песков сказал, мы услышали. Это было вот тот день, даже не тогда, когда опубликовали этот документ, а вот только приехал Си, первый день, по окончании первого дня переговоров. Песков сказал, мы вас услышали. Ну вот и все. Услышали, да. Как обычно говорят, когда да, приняли во внимание, ну и все, и тут же забыли. Теперь, после длительных переговоров, на следующий же день появляется практически совершенно, в значительной степени, на 50% измененная форма. То есть остается суверенитет, уважение суверенитета и территориальной целостности. Убирается российская формула о том, что любое урегулирование должно быть осуществлено с учетом сложившейся геополитической ситуации. То есть Россия оставляет за собой захваченные в результате агрессии земли. Это убрано в качестве предварительного условия переговоров. Раз. И вообще в качестве даже цели России в этих переговорах. Два. В-третьих, основная платформа для этих переговоров, так сказать, правовая, это организационная, это Организация Объединенных Наций, правовая – это устав, хартия ООН и основополагающие документы международного права. И это блестяще. То есть, если вот здесь и остановиться, то у Путина не остается никакого шанса. Потому что если мы обращаемся к ООН и основным документам, то мы имеем две резолюции в прошлом году Организации Объединенных Наций, в котором более 140 государств поддержало Украину. И лишь ничтожное там 4-5 государств поддержали Российскую Федерацию. Это разгром был. Вся организация ООН на стороне Украины. Далее, согласно документам ООН, Россия нарушила фундаментальные, основополагающие принципы международного права, такие как неприменение силы в международных отношениях, принцип мирного урегулирования споров, агрессия. Агрессия – это тяжчайшее преступление. То есть вот на основании вот этого самых главных принципов международного права резолюция ООН об определении агрессии, позиция России разбивается в пух и прах. Единственное, что остается, это предварительные какие-нибудь условия типа: а вот давайте завтра объявим прекращение огня, а потом начнем переговоры. А переговоры – это дело такое. То есть это не то, что вот прилетели, собрали чемоданчик или в рюкзак, привели и начали переговоры. Переговоры, особенно по таким вопросам. Я вам скажу,
Переговоры о ликвидации ракет средней дальности в Европе, они длились лет 7. Всего-навсего. 7 лет. Я шучу насчет всего-навсего. Так вот, сначала обсуждается концепция переговоров. То есть, если завтра перемирие, прекращение огня, затем когда обсуждается концепция, так сказать, фреймворк этих переговоров, который может длиться месяцами. Затем начинается подготовка к переговорам, которая может опять-таки длиться месяцами, а может быть и годами. Ну и потом приступать к переговорам, которые могут длиться вот 7 лет. А соглашение на Ближнем Востоке, которое еще Ясер Арафат, за что он получил Нобелевскую премию, значит, оно вообще бесконечно, по-моему, я даже счет годам потерял, сколько велись переговоры по урегулированию этой палестинской проблемы. Ну вот, это понятно, что Путин и его государство использовало бы все это для того, чтобы восстановить, залезать раны, восстановить состояние своих вооруженных сил и опять начать со вторым дыханием агрессию. То есть вот единственный вопрос – это о том, значит, когда и на каких условиях объявляется прекращение огня. Вообще по-нормальному, исходя из документов, основополагающих ООН и резолюции об определении агрессии, мы имеем ярко выраженную агрессию России, начиная с 2014 года. Это тягчайшее международное преступление, которое продолжается. И если обе стороны, как говорит Китай, значит, тут должна быть добрая воля, не заангажировать сторон, то должно быть остановлено продолжение этого преступления. И должна быть реституция. То есть, по идее, должно последовать отвод войск со спорных. Пусть оно будет спорным. Россия будет оспаривать, что это мои территории, которые там она объявила якобы своими. Пусть она для начала переговоров будет говорить, что это мои территории. Пусть отведет, это останутся спорные территории. А потом мы их доконаем на основании Хартии и Устава ООН. Вот какая сейчас сложилась ситуация. Значит, вообще, в принципе, после вот этих изменений есть две возможности. Си выдавил СПУ согласие вступить в переговоры, начать переговоры без вот этой формулировки, с учетом сложившихся реалий. Единственное другое условие появилось, если Украина и Запад согласятся на начало этих переговоров. Ну, это совсем другая формулировка, правда? Да? То есть, это вот возможно начало переговоров. Да? Если же Украина вместе с западными союзниками отказывается от этих переговоров, то Си и Пу начинает трясти вот этой бумажкой по всему миру, в Организацию Объединенных Наций, БРИКС, ШОС, пропаганда в международном масштабе, крича, что вот вы видите, есть агрессивный империализм, Украина у него марионетка, а мы за мир, мы за дружбу, жвачку там и так далее. Вот какая, собственно говоря, сложилась в настоящее время ситуация. Правда, должен еще добавить вам, что заставив, видимо, Путина, убрав формулировку, что при сложившейся, с учетом сложившейся гипотетической ситуации, опять Си и Пу вернули обратно формулировку, согласно которой никакое государство или группа государств не должны пытаться приобрести военные, политические, экономические и другие преимущества в отношении другого государства, используя какую-нибудь там силу или какие-то затруднения этого государства. То есть тут мы возвращаемся к тому, к декабрю позапрошлого уже года, когда Россия вот это подняла эту кампанию
что НАТО должно убраться к 1997 году. Это уже, так сказать, претензии России к НАТО. Но Украина-то не имеет к этому никакого совершенно отношения. Это уже выходит за рамки чистого урегулирования войны в Украине. Это, так сказать, всеобщий форум. Но, возможно, они так это и задумали, всеобщий форум. И он может длиться, обсуждение в этих рамках может длиться десятилетиями. Это уже отношения между Россией и Китаем с одной стороны, и НАТО в целом с другой стороны. Но если они хотят на основании этого заморозить, вернее, остановить боевые действия, и потом дурака валять несколько десятков лет, набираясь побольше сил, то это, конечно, недопустимо. Тем не менее, значит, вот такая сложилась ситуация, и я думаю, что было бы глубокой ошибкой послать товарищей Пуси вот сразу туда, за крейсером «Москва». Иначе это просто будет означать, что им дали оружие, инструмент, при помощи которого они будут будоражить весь глобальный юг. А к этому глобальному югу, я вам добавлю, туда относятся и Индия, и Пакистан, ну, про Иран я не говорю, Бразилия, Мексика, так по большому счету, Аргентина, то есть достаточно крупное государство. То есть не надо им давать этот подарок. Они опять-таки, они убрали одну, то есть китайцы поняли, что формула Путина с учетом сложившихся геополитических реалий, она убивает их 12-пунктный план, заставили его это убрать, они поставили в основу всего ООН и хартию, и документы международного права, и они подготовили себе другую ловушку. Я думаю, что был бы смысл сейчас и Соединенным Штатам не посылать там сразу это предложение нафиг, а сказать: окей, давайте разберемся. Вы сначала, значит, производим реституцию, пусть это будут спорные территории, вы выводите оттуда свои войска, а мы решаем потом на основании хартии ООН, где по большому счету у Китая и у Путина нет никаких шансов. Вот такая, господа, ситуация, которую мы имеем по окончанию этого трехдневного танго Пуси. И сегодня я прочитал очень интересную статью, которая как бы перекликается с нашей сегодняшней темой, и хочу предложить вашему вниманию. Тут недавно состоялся форум, программа «Китай в фокусе» в Соединенных Штатах Америки. На форуме выступили представители разведсообщества Соединенных Штатов Америки, то есть представители государства, а также, ну, я бы сказал так, мозговых центров или фабрик мыслей, а также частных разведывательных организаций. Там среди них был некий Кейси Флеминг, генеральный директор компании Black Ops Partners, который специализируется на разведке и стратегии безопасности. И вот что он поведал по поводу Китая. По его словам, а он, собственно говоря, свой спич составил на основании последнего документа Пентагона в отношении стратегии США в отношении Китая. Так вот, по его словам, то, что делает Китай сейчас, это полномасштабная война, которую ведет китайская коммунистическая партия при помощи и поддержке русских, иранцев, северокорейцев, Пакистана и талибов. Это неограниченная война по времени и пространству. Вот раньше в концепции Пентагона, да и вообще во всех остальных концепциях, война имела начало, она имела конец, потом начинался мир там и так далее. А теперь это война без окончания, по оценкам Флеминга. Я думаю, что он очень прав. То есть это гибридная нынешняя форма войны Китая, которой он сейчас подсоединяет своего холопа Путина. И в этой войне
по словам Флеминга, наши противники используют комбинации военной и гражданской мощи. То есть это не только борьба оружия, при помощи оружия. Это все, это экономика, это идеология, это пропаганда и так далее. То есть пространство этой войны распространилось практически на все сферы жизни, деятельности государства. Война – это не просто мир или война, по его словам. Она либо раньше считалась, она либо включена или выключена. Но наши противники рассматривают войну в развитии, в действии, в постоянном движении. Они борются со всем, что не является войной. Вот это и есть план Си, по большому счету. Я с этим абсолютно согласен. Вот это и есть план Си, с которым он приехал в Москву и о котором он говорил долгие часы за закрытыми дверями. Сначала с глазу на глаз с Пу, а потом, значит, в составе более расширенном составе. И именно поэтому я вот чего начал, как цитировал его Аль-Джазира, он сказал при прощании: мы находимся в ситуации, которая складывается, бывает, раз в 100 лет. И мы вместе должны продвинуть ее туда, где мы считаем. А он считает, что он находится на правильной стороне истории. Правда, он считает за ними. В этой связи, господа, прошу обратить внимание, Флеминг вернулся, помните, я вам рассказывал в одном из предыдущих видео эту историю про зеленый лазер, который, значит, испускал китайский спутник над Гавайскими островами. И вот он считает, что это одно из вопиющих проявлений этой войны. То есть она уже идет. Это уже разведка чуть ли не боем. Замеры состояния физических особенностей атмосферы в районе над Гавайскими островами. И поэтому, значит, вот говорит, что мы уже дошли, Флеминг говорит, что мы дошли до той точки, когда мы не можем просто сидеть и реагировать, ничего не делать. Мы должны не только сопротивляться, мы должны наносить упреждающие удары. Что он видит в этих ударах? Значит, первое. Мы должны их атаковать с наступательных позиций. Для этого он призвал к полному разрыву отношений с Китаем. Нужно нам отделиться от Китая экономически, технологически, в научном плане, культурном плане, прекратить инвестиции, закрыть все совместные финансовые предприятия, проекты, технологии. Нужно полностью перекрыть поставки в Китай передовых технологий или сотрудничество с Китаем, будь то университеты или Силиконовая долина, искусственный интеллект, квантовый или суперкомпьютер и так далее. И на этом он заканчивает, господа. А я бы хотел добавить к этому еще одну мысль. При такой постановке вопроса Украина сейчас оказывается в самом эпицентре этой войны, которую, по мнению Флеминга, который ссылается на документы Пентагона, ведет Китай, гибридная, нескончаемая, длительная война против сил добра. И Украина оказывается в самом эпицентре сейчас этой войны. И в этой связи, господа, я считаю, что Запад, осознание близится. То есть, если есть еще тупоголовые, включая, значит, значительную группу конгрессменов в Нижней палате Конгресса США, которые кричат «ни цента Украине», «у нас свои проблемы, южная граница» или нет, это просто болваны. Включая их лидера, рыжего клоуна, известного, да. Ну вот. То есть при такой постановке вопроса Запад просто обязан обеспечить победу Украины. Украина не имеет права проиграть в этой войне. Поэтому она должна получить все необходимое оружие, всю необходимую поддержку и
Главное, что сейчас нужно сделать для того, чтобы расстроить вот эти планы товарища Пуси, это нанести врагу сокрушительное поражение в ходе предстоящей весенне-летней кампании. Вот на этом, господа, позвольте закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами, Мордор будет разгромлен. А вам, друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердую веру в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!